Привет. У всех у нас есть бывшие, конечно. Это карта Ленорман. И нам хотелось бы узнать, как он живет. Вот, если бывшие это когда-то в вашей юности, вы кого-то очень любили и расстались по какой-то причине. И до сих пор вы, кстати, думаете об этом человеке, правда? Потому что есть якоря специальные, к сожалению, магические, да? Либо же, может быть, вы расстались, может быть, у вас второй брак, или же вы сейчас ищете себе мужчину и думаете, а как у него там у бывшего? Ведь он же, ранил меня, и он тяжело было, и все такое. Давайте посмотрим. Я сделаю большой расклад, 9×4, гранд табло вашего бывшего. Это карта Луна, в первый дом выходит. Мы посмотрим, как он живет. Жалеет ли он о том, что случилось, и с кем он сейчас, как у него. Карты всегда показывают. Такие вопросы, они все нетривиальны. Вы знаете, вот я не люблю мораль, вообще не люблю. Я считаю, что мораль нам не помогает жить. И вот не думая о нем, да будете думать как о нем еще больше, потому что не думая о хромой обезьяне, да, вы будете думать о хромой обезьяне постоянно. И если есть у нас вопрос ко Вселенной, да, а почему не посмотреть на картах? Это же сердце как-то нам успокаивает, потому что показывает то, чего не видно. Угу. Смотрите, какой он у вас медведь. А на душе-то у него тоска, потому что тучи сзади. Вот по этой причине. Доволен ли он своей жизнью? Как он вообще живет? Но силу он теряет сейчас. Может, он стареет, потому что крыса и медведь. Да. Силу он свою теряет. В каждом ряду будет 9 карт. У нас уже здесь. Вот. Любовь теряет он. Сердце и крысы. Сколько карт? Еще одну нужно. Первый ряд. Лиса выходит в первый ряд. Завершаем первый ряд. Идем дальше. Угу. Доволен ли он своим положением? Как сложилась его жизнь? После ссоры, может быть, вы поссорились или вы вообще разошлись. И я хочу сказать, что, вы знаете, девочки и мальчики, да, у нас у всех есть бывшие, и не нужно вашего мужчину обманывать, что нет. Понимаете? И ему не нужно рассказывать про бывших. Но он должен знать, что вы живой человек, и, может быть, была какая-то первая любовь в 20 лет. Или во сколько там у вас? У нас в советские времена это было в 20. Говорят, что вы полезно иметь первую любовь, сразу вот как сексуально вы созрели, чтобы не тосковал организм. Да? Например, вы созрели сексуально в 15, а первая любовь в 20. Ну, это как вот у меня, например, было. Потому что нельзя же, это же грех. Вот. И не думайте о хромой обезьяне. Здесь вот вступает в права это все дело. Да? Ну что, смотрите, он сейчас ищет встречи, может быть, с вами. Или с кем-то встречается. Я посмотрю, когда закончу расклад. Угу. Как сложилась его жизнь после ссоры. Или вот сколько у кого прошло. У меня, например, прошло уже сколько? 50 лет с лишним. Больше, чем 30 лет, но я иногда вспоминаю этого человека. Зачем я себе говорю, дорогие мои, это даже не о себе, это эзотерический просто разговор у нас с вами. Я, кстати, только в общем доступе все рассказываю, все делаю, так что здесь я всю свою энергию вкладываю в это, да, в общие расклады. Они у меня очень целебные, очень правдивые по этой причине. Вот, так что если я что-то о себе скажу, это как пример только лишь. Ну вот смотрите, что я вижу по диагоналям, у него, да. Но он чувствует себя одиноко, потому что здесь все-таки башня выходит. Это дом господина, дорогие мои, дом господина. Угу. 28-й дом, если вы возьмете эту карту, потом дома посчитаете, это 28-й дом. Это дом господина. Это не очень хорошо видно, к сожалению. Вы извините меня. Вот так помещается все, да? Так помещается все. Немного видно. Это карта гроб. Вышла в его дом. Ну, уже все понятно, даже без слов. А карты ведь они, Ленорман, они же как самые-самые универсальные символы. То есть у каждого подсознания есть эти все символы, правильно? Поэтому, когда вы видите, что у него в доме карта гроб, это все понятно, что он или болен, скорее всего болен, потому что дерево и коса и луна. Может, у него мать больна или он сам болен здесь. Вот так. Мать может быть больна запросто.
Это ваш дом, дорогие мои, потому что вы смотрите, это дом госпожи, это ваш дом. Даже если вы уже давно не в паре, неважно, это в любом случае ваш дом. Но смотрите, какие карты у вас в линии. Ну, бери хоть фотографируй этот расклад для оберега. Понимаете? Рыбы, солнце, кольцо и лилии. У вас будет все в порядке. У вас-то будет все в порядке. У вас будет новая любовь. Смотрите, новая любовь, понятно все, да? Лилии, новая любовь. И это дом лилии, а лилии прямо в вашем доме. Вот когда дома меняются местами, это очень важно, это место силы. Дома поменялись местами, да? Лилия здесь, в вашем доме госпожи, и дом лилии вот здесь. Так что вот, смотрите, что новая любовь, новое кольцо, новые отношения. Кольцо – это отношения. Так что у вас будут новые отношения. Новая радость, новые отношения, новые чувства, поскольку это у нас рыбы. А у него, смотрите, что у него. Луна, волнение, и, может быть, родители, дерево и, конечно, коса, ну, это болезнь. Или у него болезнь, или у его родителей болезнь. И гроб – это, конечно, карта плохая. И я теперь понимаю, что не зря у него сзади тучи, а тучи – это... Депрессия, скорее всего. Я не врач, я не могу ставить диагноз. Но я могу сказать, что грусть, да, грусть, тоска, депрессия, вот, апатия, такими словами народными, человеческими все это называть, и у него это все присутствует в жизни. Ему, конечно, не мешало бы обследоваться, потому что гроб в его доме вышел. Вот, может быть, он имеет ожирение, может, он имеет вредные привычки. Может быть. И мы просто по диагонали выходим прямо на тучи. Что? Он давно болеет, или давно, может, мама болеет, что-то такое. Змея. Вы вышли. Но змея – это другая женщина, понятно, да? Расстались вы с ним из-за другой женщины, скорее всего. У вас сзади змея. Вот здесь вы получаете информацию, вы смотрите на карту письмо. Вы здесь получаете нужную для вас информацию. Гора и последняя карта – это развилка. Окей, понятно, все. Последняя карта – развилка. Так что я могу сказать, что была сделана на него магия какая-то. Развилка и крест читается так. На него было магическое воздействие, на этого мужчину. К сожалению. И это воздействие могло быть связано с тем, что кто-то или позавидовал вашей паре, или же кто-то просто хотел его для себя, и то, и другое может быть запросто. Но сочетание крест и развилка мне говорит о том, что была сделана магия. Была сделана магия. Крест тоже показывает на предков, на его предков. Ему вот по жизни вот так, знаете, кантоваться. Крест – это его предки, и развилка – это вот то туда, то сюда. Нет у него постоянства абсолютно никакого. Что вокруг него важно знать? Ему по судьбе еще с вами встретиться. У вас еще будет встреча. У некоторых моих слушательниц такое бывает, дорогие, очень часто бывает такое, что по судьбе встреча, она будет приятная для вас. Довольно приятная встреча будет по судьбе. Угу. Вообще, как у него сейчас, что идет? Я уже сказала, что он теряет силу. Крыса и медведь идет к нему. Он теряет какую-то силу, сердечную силу. Может, у него сердце болит. Такое может быть, потому что сердце в доме гроб. Давайте я вам покажу цепочку, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Сердце в доме гроб – это дом номер 8. Вы видите, где 8-я карта? Здесь в левом нижнем углу. 8-я карта, да? Это карта гроб. То есть гроб в его доме, а в доме гроба сердце, вы понимаете, да? Идет речь о какой-то тяжести, связанной с его семейным положением. Он оппортунист, он думал, что будет хорошо, получилось плохо. Получилось плохо, потому что клевер рядом с крестом. И ему по судьбе это все, потому что клевер в доме книга. Он не мог избежать того, что происходит. Книга очень близко к нему. И, как я уже сказала, может страдать сердце. Или переживание, или сердечная болезнь, поскольку вот эти дома резонируют вот здесь, да? Угу. С этим все и связано.
Жалеет ли он о том, что случилось? Вот давайте спросим у этого именно расклада. Жалеет ли он? Вы знаете, он вопросов себе мало задает, потому что у него в доме карта гроб, а это закрытость какая-то. Она его очень хорошо характеризует, эта карта. Вот вы, может быть, и расстались о том, что он был закрыт к разговору об этом. Он боялся. Вообще мужчины очень боятся эмоциональных разговоров. Они боятся, что они взорвутся, не выдержат, сделают что-то лишнее. Они, кстати, боятся, у них внутренняя сила есть. Они боятся, что они или ударят, или... Вот боятся этого, да. Несдержанность какая-то может быть. И если он чувствовал себя оскорбленным, особенно у мужчины очень страшно реагирует на оскорбление. Но я читаю карту гроб в его доме, так что понимаете сами. Он закрылся из-за этого. Почему он чувствовал оскорбление? Ну, потому что у вас была очень сложная притирка друг к другу. Не было взаимопонимания. Он как бы чувствовал себя непонятым, типа, да, что-то непонятым. И вот, понимаете, недоверие к людям у него по судьбе идет, потому что в его линии якорь – это, конечно, постоянно. Что постоянно? Недоверие, змея. Или постоянно он провоцирует на скандал. Постоянно это делает. Может быть, была замешана другая женщина, потому что у вас за спиной карта змея. Что-то за женщина из вашего окружения, сад. Какая-то женщина, вы знаете, чувственная, показывала свою чувственность. Такие губы у нее, знаете, вот эта чувственность показывала. Ну, на мой взгляд, это все, это мишура, это все, я не знаю. От себя не буду добавлять, буду читать просто расклад, но что-то такое было. И причем дом, в котором находится карта змея, это ведь дом Луны. Это дом 32-й, это дом Луны. И если вы посмотрите, где сама Луна, 32-я карта, она у вас в самом начале расклада, самая первая. Так что, да, вполне возможно, что вот это женской какой-то своей, вот, знаете, этой мишурой, она его и взяла. Причем Луна ведь карта волнений, тревог, перемен. Ему нужны были какие-то перемены. Он вообще то туда, то сюда. А карта демонстрирует очень сильно его состояние. Она не только маму показывает, естественно, Луна, но тоже переменчивость. Вот то здесь, то там. Причем Луна вместе с рыбами – это переменчивость в чувствах. Понимаете? То он дружелюбный, то он нет. То он такой, то он сякой. Вот это в нем есть очень часто. Проявлялось и проявляется сейчас тоже. Но сам он в каком доме? Важно, конечно, знать, что он в доме дерева. Да? Поэтому я еще раз повторяюсь, либо у него что-то у родственников не так, либо у него самого, потому что он в доме здоровья, в доме дерева. Ему нужно позаботиться о себе, потому что все, что он натворил, плохую такую карму заслужил путем того, что он, как он вас обидел, да, это проигрывается сильно, очень сильно. Смотрите еще почему такой вывод делается. Он в доме дерева, в доме его самочувствия, здоровья. И само дерево вы здесь в доме коса. Угу. 5-я карта дерева в доме коса. Коса – это 10-й дом. То есть сама карта коса – 10-я карта. А коса, естественно, то, что здоровье у него уходит. Кармический долг он имеет по отношению к вам, очень серьезный, и он влияет. Вы будете обеспеченная женщина, а вот он будет страдать. Потому что в вашем доме лилия. Вообще, я уже сказала, что в вашем ряду, так что здесь прекрасно все. У него очень-очень плохой ряд. По сравнению с вашим, это как вообще небо и земля. Точно как небо и земля. Угу. Теперь, когда мы посмотрим, где сама коса находится, мы узнаем больше, почему такое с ним случилось. Кто здесь виноват, да? в чем вообще собака зарыта и в чем основное препятствие у него. Здесь все покажется. Коса, да? Коса между деревом и гробом. Коса. Коса в доме башни. У него не идут сейчас дела по работе. Если вы спрашиваете, как он там живет, но у него по работе не идут дела, не идут давно по работе, связано с тем, что конфликт с кем-то на работе. Ему больше не доверяют на работе, ему не доверяют те дела, которые раньше доверяли. У него именно по работе конфликт. Карта работы буквально с ним рядом, а коса здесь показывает, ну, коса, конечно, в доме башня, да, я спрашиваю, что у него по работе, и какие-то там проблемы есть. Причем карта башня в доме ребенок.
это 13-й дом, ребенок. И, может быть, новую работу он хочет найти сейчас, он хочет бросить работу, найти новую. Но тоже, может быть, или у вас есть общие дети, или у него какие-то дети есть где-то, потому что ребенок и башня говорит, с детьми недопонимание. Они вообще как в разных башнях сидят, друг друга не понимают, и, может быть, даже конфликт с детьми. Если он сейчас с другой женщиной, потому что расклад для всех, и варианты выходят, вот я, интересно, тоже смотрю на того мужчину, которого я загадала, если у него сейчас другая, вы смотрите, дорогие, своего. Если у него другая женщина, смотрите, змея в его ряду. У него есть другая женщина сейчас, он имеет какие-то отношения с кем-то. Что это за женщина покажет дом, в котором карта змея. И это дом Луны. Женщина эмоциональная, психопатка какая-то, да, психически неустойчивая. Вообще, змея тоже такой дает оттенок. Но она его обманула. Вы знаете, как часто бывает? Вот мужчина, там вы с ним в отношениях. Это быт. Есть то и другое, минус и плюс. Это жизнь. Да, это жизнь. И он видит вас, окей, там какие-то нервные разговоры, натяжения между вами, какие-то споры, может, меньше секса туда-сюда. И та женщина, которая его хочет взять, вот здесь змея, она старается ему понравиться. То есть в ней напряжения нет, она делает все наоборот. Ну да, понятно. Она зеркалит то, что он хочет найти. Вот он ищет, да, вот здесь всадник. Он ищет. Он что ищет? Все противоположное, не такое, как в быту, в доме. То есть нет скандалов, милая, улыбчивая, губки такие всегда мягкие, как ребенок, да, ласковая. Ласковая, все у нее хорошо, совсем соглашается, выслушивает его. Она все это делала, хитрая женщина, да. Но в том вся фишка, что когда она с ним начинает жить, она становится такая, как и все люди. То есть сегодня довольна, завтра недовольна. Но еще если она вот притворялась, специально это все делала, она глупая женщина. Потому что, зачем это притворяться? Ведь потом все откроется, и характер откроется, и отношение к жизни, если оно у нее отличается от его отношения к жизни. Он это увидит. И позиция жизненная, она ее скрывала для того, чтобы ему понравиться, зеркалила его. Как ты хочешь, так и будет. Ой, и я так люблю, ой, и я так люблю. Ну, это мне говорит карта Луна об этом. Понимаете, то, что было при встречах, одно дело, то, что потом вышло наружу. Это не то, что там... Я не говорю, что есть плохие люди. То, что вышло наружу, это натуральность. Если бы мы понимали это, да, что вот так при встречах люди обычно одни, потому что мы нравимся другому человеку, нам он нравится, мы стараемся, естественно, показать только свою лучшую сторону, ну а кто этого не делает? Но, дорогие мои, здесь же мера нужна. Здесь же нужна мера, потому что сами потом будете страдать, а он не увидел этого всего, потому что меры в ней не было. Она была одинокая, ей хотелось его взять. Ну, понятно, Луна — одиночество, и змея здесь у вас за спиной. Пригрелась за спиной, может быть, подруга знакомая, которую вы знали, женщина, которую вы знали, сотрудница знакомая. Пригрелась змея у вас за спиной. Понимаете, из общества, которое вы знали эту женщину, и он, и вы. И у меня такая ситуация была. Вот я себя тоже вижу. То есть, понимаете, варианты я даю в процессе расклада. Каждый что-то свое услышит, успокоится сердце, и вы начнете жить. Вы сделаете такую отвязку, вы сделаете такой ритуал, здесь просто делается отвязки прямо в этом раскладе, потому что по вашей линии это карта счастья в будущем, кольцо, успех, радость в любви. И в любви, все в любви у вас. Здорово. Вы сами, в каком доме вы сами? Вы сами в доме ключ. Так что ключевая эта персона, ключевая персона в его жизни были вы. Он, кстати, следит за вами в соцсетях. Он следит за вашим успехом. А вы правильно делаете, что об успехе говорите в соцсетях или показываете свою улыбку, такие фотографии или видео такие делаете. Вы правильно это все делаете. Потому что когда он следит за вами, он говорит: вот какой я был дурак. Я пропустил такую возможность. Такая женщина. И он теперь уже понял, что люди есть люди. Когда он сравнил вас с ней, он понял, да, в быту человек, какой он есть. И в этом тоже радость. Знаете, как Леонард Коэн, по-моему, по-русски, Кохен будет по-русски, не знаю, как по-русски говорить, но Леонард Коэн, он, кстати, в Канаде родился. И вот такой
гениальнейший совершенно поэт. Но его гениальная фишка в том, что он библейские сюжеты брал, которые он хорошо знал. Ну, а библейские выражения, они же гениальные. Вот он так хитро воспользовался. Но неважно, это уже такое дело. У него есть песня «Аллилуйя», в которой более 40 этих verses, то есть более 40 четверостишей, или как сказать, да, куплетов, вот, куплетов. И там вот такие самые гениальные куплеты, это, что, знаете, аллилуйя, когда хорошо, и когда плохо, тоже аллилуйя, потому что в этом и есть смысл жизни, в этом есть поток жизненный, да. Аллилуйя, самой жизни нужно петь аллилуйя. Он это понял. Вот вы спросите, доволен ли он своим положением? Нет. Но он понял, что самой жизни нужно петь аллилуйя, что ему нужно было держаться первой женщины, потому что все люди, в принципе, одинаковые. Все мы хотим любви, и если мы получаем взаимопонимание от партнера, мы расцветаем, партнер расцветает. И вот это его нетерпение, нежелание, знаете, видеть это все, бытовая жизнь, какая она есть, понимаете? В грязи рождается лотос, цветок лотоса. Грязь – это хорошо, потому что там минералы для жизни. Понимаете, что такое грязь? Это месс, это как бы жизнь. Сегодня так, завтра по-другому. Он не врубился, я прямо скажу. Не врубился такой человек и ушел, не стерпел, а теперь смотрит, что другая женщина, в принципе, хуже. И, ну, повзрослел. Доволен ли он собой? Он доволен тем, что он повзрослел. Пришло понимание правды жизни. Ведь он же не случайно в доме дерева, да? Угу. Дерево – это мудрость, это понимание вообще, как все идет. Деревья – самое мудрое творение на земле, эзотерически. Я уже где-то говорила давно, что все растет вниз, потому что гравитация. Потому что гравитация дерева – единственное существо на Земле, которое знает секрет вечной жизни. Потому что дерево никогда не перестает расти, всегда растет вверх. А это against, то есть напротив гравитации. Дерево знает секрет жизни, а это синастрия между гравитацией и левитацией. Извините, я вот когда поток идет, мне вот что идет, а я выдаю иногда так смешение слов. Но те, которые меня знают давно, я же не гордая, я перевожу сразу. Не делаю это специально, это вы понимаете сами. Я простой очень человек и делаю расклады, потому что обожаю их и очень хочу вам показать, как расклады могут вам помочь в жизни. Дорогие, сердце должно успокоиться. Обязательно. Вы в доме ключ. А ключ – это выход из положения. То есть делать нужно, скорее всего, с ним отвязку. Вот у меня был такой случай не один. Даже в комментариях можете найти. Люди пишут: сделала отвязку, потом с бывшим встретились, и теперь любовь. Сделали вы отвязку не от бывшего, а вы сделали отвязку от негатива в бывших отношениях. У меня идут так отвязки, дорогие. Я не делаю отвязки от людей. Я делаю отвязки от негатива, который идет от людей. Понимаете? В этом вся суть. Так что сам ключ вам поможет. Ключ в доме птицы. С ним может быть еще контакт у вас. Может быть запросто еще контакт. И птица – это тоже с нами. У нас с вами разговор, да? Угу. Доволен ли он своей жизнью? Он повзрослел. Он повзрослел, конечно. Мудрый стал мудрый. Но жизнью он недоволен, у него в доме гроб. Ну, о чем разговор? Вы видите, да, здесь вот у него. В этом плане он сам в дереве, в доме дерева, и в доме у него гроб, который говорит, что он не просто недоволен жизнью, он не понимает вообще, как дальше жить. Ну что гроб – это он закрыт, он боится. Гроб – это сигнификатор страхов. Он боится жить. Потому что, что бы он ни сделал, приводит к тучам. Приводит к депрессии. И вот, знаете, такое чувство, ничего не хочется, апатия приводит к этому. Он сейчас в апатичном состоянии, потому что этот человек, он думал, жизнь это как праздник. Но праздник это жизнь, праздник это и посуду мыть, понимаете, и в ресторан ходить. В том и в другом праздник. А он же не понял. Вот. И теперь чувствует, годы уходят, я это все не могу вернуть, не могу ее вернуть, он вас имеет в виду, да, не могу ее вернуть. Чувство у него к вам
скорее всего, есть до сих пор, потому что в вашем доме лилия. Он думает о вас как о надежном, приличном человеке, свой шанс упустил. В вашем доме лилия. Знаете, вы о нем думаете, вот как бы и то, и другое у вас есть. Было хорошее между вами, было точно, но и было больше плохого, чем хорошего, можно сказать. Именно судя по этому раскладу. Угу. Вот так сложилось в его жизни, что он понял, что не в другом человеке дело, а во мне. Да? Потому что он понял, что новая его женщина, она еще более сложно с ней складывается все. Вот такая вещь. Угу. Так что у вас в доме-то все хорошо, потому что дом находится вот здесь, в доме кольцо, у вас кольцо прямо над головой. Я скажу, что некоторые, кто смотрит, были женаты с ним, да? Были с ним вы женаты. Угу. Вот такой расклад, дорогие. Расклад довольно глубокий и показывает то, что вы, скорее всего, можете встретиться. Вы с ним можете встретиться. Вот центр расклада, его, если в общем все 6 карт эти трактовать, с ним может быть встреча. Нужна ли она вам, эта встреча? Вот в чем вопрос. Зачем? Вот в раскладе вы встретились, мы его вызвали, все узнали. Двигайтесь вперед. Двигайтесь вперед. А если и будет с ним встреча, все это скажете ему, все, что услышали здесь в раскладе. Ведь для этого я и делаю расклады. В этом и бесценная такая роль для вас, что когда вы его встретите, вы сможете все это ему сказать. И он будет поражен глубиной того, что вы понимаете теперь. Из всего этого он будет восхищен вами. Просто в восторге останется от вас, да, потому что он не ожидал этого. Этот расклад, он так лечит душу запросто. Угу. И вашу душу обязательно здесь вылечит и покажет вам путь. Он покажет вам путь, поскольку вы в доме ключ. Он покажет вам путь к новым разговорам с собой, конечно, ключ в доме разговоров, новым разговорам с ним, если они вам нужны. Это вы сами решаете. Новые разговоры с ним. Представляете, здесь у нас в ребенке ключ, а ребенок вот буквально у вас, он идет к вам. Так что с ним может быть встреча, новые разговоры. Вы можете с ним еще дружить, с этим человеком. Смотрите, какая линия. Собака, ключ в доме ребенка. Ребенок прямо рядом с вами, в доме лилия, да, и разговоры птицы. Так что с ним могут быть запросто разговоры и встречи с этим человеком. Он будет восхищен вами. Да и здесь разговор произошел откровенный, серьезный, значимый разговор, который наверняка успокоит сердце. И этот разговор наверняка вылечит тоже вашу душу. Я здесь это четко и прямо вижу. Вы спросите, зачем? Это кармический мужчина. Зачем он мне? Зачем мне было по судьбе вот это безобразие, да, с ним? Понимаете, карта книга, она показывает, да, он действительно был по судьбе такой человек. Куда от этого денешься, да? Вы спросите меня, почему думаешь так? Ну, потому что книга в доме медведь, а медведь просто сверху рядом с ним. Такой медведь вам был по судьбе, никуда не денешься. Где-то что-то нужно было. Такие туфли вы примерили на себя, да, потому что я говорю, что это обувный магазин мужчины. Вот вся земля для нас, девочек, кто ищет себе мужчину и кому не так легко найти, это как обувный магазин. Примерили такие туфли, дальше пошли. А может быть, вы еще вернетесь в этот магазин, скажете, да, вот эти, что я мерила в первый раз, они, в общем-то, не такие плохие были, попробую разносить их, да. Это я так символами здесь уже с вами разговариваю. Ну, серьезно, конечно, работа разговаривать с символами. Вот так, мои дорогие девочки. А если мальчики посмотрели, молодцы. Потому что, мальчики, мои расклады для вас, это, это очень важно, очень важно. Кстати, вот я складывать сейчас буду, да, уже заканчиваю. А конец нужно обязательно смотреть. Если расклад не собран, в общем, он не может никак на вас повлиять. Обязательно нужно собирать расклады, обязательно. Так что, мальчики, здесь вы многое познаете, да? Не менять девочку нужно, менять себя нужно, мальчики, вот что я вам скажу. Менять свое отношение к людям, к женщинам, уважать женщину как личность. Вы с ней спите, но это не значит, что ее не нужно как личность уважать. Вот, карты я собираю литургически.
ритуально, и это важно, чтобы вы присутствовали. И скажу, что мои видео монетизированы, чтобы мою и вашу карму protect, то есть защиту ставить, поскольку гадать бесплатно нельзя. Поэтому, девочки и мальчики, кто пропускает рекламу, это ж несерьезное гадание, да, для вас будет. Вообще, ну, даже вот в том, чтобы дать вам успех дальше в жизни. Если пропустили рекламу, то же бесплатно мной воспользовались, да. Так что ж, решайте сами. Это я говорю в конце, быстро, чтобы и так далее. Меня можно поблагодарить донатом, потому что я не принимаю лично, и это не реклама моих услуг. Ничего нет страшного в рекламе, если кто принимает, но я говорю только о себе в этих видео, всегда только о своем методе. Поэтому я благодарю за поддержку. Если вы хотите стать меценатом моей работы, чтобы я делала больше интересных видео для вас, благодарю. Сделать это можно на сайте, там переход есть под видео, нажать просто нужно на мой сайт, перейти, и там же можно получить от меня интересное видео в подарок для вас. А если у вас нет возможности или желания, это не важно, абсолютно не важно. Я вас всех люблю, обожаю. Всем желаю счастья, всем, кто посмотрел, всем, кто со мной дружит. Всем желаю счастья. Благодарю всех, что вы со мной дружите. А дружба с ютубером – это подписка на канал. Это очень интересно нам так дружить. Ненавязчивая, прекрасная дружба. Увидимся в моих следующих видео. Пока-пока.